Всем привет! В этом видео мы распакуем несколько, раз, два, три, четыре, 5 посылок, которые я приобрел исключительно на Алиэкспресс. И здесь в основном электроника и есть часть инструмента. Пожалуй, начнем сначала с этой маленькой посылки, которую я ждал очень долго, порядка 7 месяцев. Ну как ждал? Просто заказал где-то еще в сентябре, но уже от начала апреля вот только получил. Ну понятно, что деньги по результатам диспута здесь вернули, а уплачивал за это все $3.64. Трек номер присутствовал, но не отслеживался. И если бы я все купил в моем городе, то заплатил бы в 3 раза больше. Первое, что здесь находится, это такая вот оплетка для зачистки контактов на плате шириной 3,5 мм и длиной 1,5 метра. Я приобрел почти за $1. В Беларуси подобная оплетка стоит от $2,5, и вот такой широкой в продаже нету. CP3515. Так, далее. Так, в пакетике здесь находится микросхема генератора часов. Приобретал ее для ремонта настольного будильника, стоит 78 центов. У нас в магазине, специализированном магазине, где-то $1.71. Ну, микросхемка. Пойдем дальше. Так, что тут еще есть? Ага. Вот такая вот банка бронзовой стружки стоит на Алиэкспресс $1.69. В Беларуси стоит $6.47. Ничего подобного у меня не было для зачистки жалопаяльника, поэтому приобрел вот в первый раз. Да, медная стружка или бронзовая, скорее медная. Мягенькая такая, приятненькая на ощупь. Вот все, что лежало в этом первом пакетике. Хорошо, что у меня не было срочности. Заплатил $3.64, но в результате весь товар мне достался бесплатно. Если бы приобретал в Минске, ну, конечно, если бы нужно было срочно, отдал бы $10.68. Так, следуем дальше. Вот этот пакет. Здесь заказывал блок с выходным напряжением 12 вольт и током 6 ампер для питания RGB светодиодных лент. Приобрел на Алиэкспресс за $10.62. Да, все посылки в основном доставили в течение месяца, не считая первую, которую задержали. Трек номеры все отслеживались, поэтому тут вопросов не было. Недавно заказывал подобный блок в другом магазине, а в этом магазине блоки питания были дешевле буквально на $1. Магазин предлагает блоки от 5 до 24 вольт и током от 1 до 10 ампер. Кстати, адаптеры с током нагрузки более 4 ампер поставляются с отдельным сетевым кабелем, как для системного блока компьютера. Но единственное, что в момент тут есть заземление на этом коннекторе, а на самой вилке Евростандарта этого заземления нет. Вот такая непонятная вещь. Выходной коннектор типа DC5525 с плюсом в центре. Пластиковый корпус и его параметры, как и заказывал, 12 вольт, 6 ампер. Кстати, в Беларуси подобный блок питания я нашел за $18. Так, и питать им буду светодиодную ленту. Здесь должны быть светодиодные ленты. Решил организовать подсветку в комнате дочки. Купил на Алиэкспресс по $5.24 две катушки. В магазине представлены разные лоты с разными светодиодами. У меня же лента не влагозащищенная, то есть все элементы открытые. И диоды типа 50-50 RGB. Есть там и монохромные, то есть конкретного цвета, какие угодно. Для питания потребуется контроллер, который питается от 12 вольт. То есть здесь 4-пиновые коннекторы. В недавнем видео я таки распакован. Идет в комплекте с ЦК-пультом. Я приобрел 3 комплекта. И этот контроллер рассчитан на нагрузку, вот выходная, 2 ампера на каждый из 3 каналов. И в этом пакете подобная катушка. Да, 2 катушки по $5.24. Ленты действительно по 5 метров. Они представляют собой такие кусочки по 5 сантиметров. На этом кусочке расположено по 30 светодиодов. Итого на участке 5 метров 300 светодиодов. Все контакты здесь залужены, то есть это уменьшает потери тока. Однако данный магазин, наверное, я вам рекомендовать не могу, потому что все ленты состоят из кусочков. Вот видите, тут спайка есть. То есть мне как бы это не очень нравится. Чисто эстетично она не очень красиво выглядит. Собрал я вот такую схему. При подаче сетевого питания здесь горит синий светодиод. Транзистор-тестер будет контролировать напряжение на выходе, а мультиметр будет контролировать ток.
Так, светодиодная лента горит, ток у нас 1,9 ампера, при этом напряжение 11,3 вольта. Последовательно включу вторую светодиодную ленту, соблюдая полярность. И на первый взгляд может показаться, что ленты имеют разное свечение. На самом деле это просто ярче светится, это темнее. Чтобы исключить отличия в яркости светодиодных лент, их надо включать не последовательно, а параллельно. Или питание подавать на оба конца, то есть ленты, на вход и на выход. Тогда ленты светятся одинаково. С помощью подобных светодиодных лент я организовал подсветку в серванте, на потолке и подсветку рабочего стола. Так, двигаемся дальше. Для трансляции изображения с ноутбука на внешний монитор купил на AliExpress кабель HDMI стандарта 2.1 длиной 1,5 метра. Через такой кабель можно передавать видеоконтент в максимальном разрешении 8К, частотой 60 Гц и со скоростью до 48 гигабит в секунду. Проверить эти данные, сразу скажу, у меня нет возможности, но купил именно такой на перспективу. Цена за 1,5 метра $16,5. Бренд также новый для меня, Moshow, и покупал его в фирменном магазине Moshow. В моем городе нашел подобный кабель только Ugreen за $34.91. Да, вот такой 8К UHD 2.1 Moshow. Вот этот бренд. Модель HD028. 1,5 метра. Так, и тут все у нас запаяно, кстати, да. Такой хороший пакет с зип-замком, как кофе распаковываю. Кабель состоит из медных проводов, упрятанных в нейлоновую оплетку толщиной миллиметров 7-8. Сами коннекторы из алюминия, но имеют какое-то золотое покрытие. Так, реальная длина. Да, 1,5 метра, не обманул. Кабель подключен к телевизору, который я временно использую в качестве монитора. Так, выбираем вход HDMI 3. Да, кабель рабочий, все транслируется. То есть, купив данный кабель на Алиэкспрессе, я сэкономил почти в 2 раза. То есть, $16,5 потратил, а мог потратить целых 35. Так, и последняя такая крупная у меня посылка. Это вот такая картонная коробка. Здесь должен быть набор со оснастками различного назначения для гравера. Оценили в $10.72. Здесь должен быть пластиковый кейс, 268 элементов, который я приобретал за $21.44. В этом случае я, конечно же, переплатил, потому что, купив в своем городе такой же набор под брендом Deco, точнее модель там DH01, я бы купил всего лишь за $17.72. Ну, как вижу, вроде доставили все без повреждения. Все аккуратно упрятано в пупырку. Вот такой пластиковый кейс с ручкой. Крышка даже забломбирована, можно сказать. Не столько мне необходим был весь набор, но купил как бы на всякий случай. Вдруг пригодится что-нибудь. И тут стандартные такие клипсы закрывают коробку. Итак, набор включает в себя большие, маленькие, тут шлифовальные барабаны, цанги, полировальную насадку из войлока, шлифовальные абразивные круги, полировальные диски, алмазные, прочие отрезные диски. Также есть такие вот диски наждачной бумаги, ключ. Здесь, я так понимаю, это точило. В баночке присутствует паста Goya, вот зеленого цвета. Она наносится на войлок. Различные щетки для полировки, зажимы шлифовальных кругов, штоки-держатель фетрового полировального диска, алмазная шарошка и сверла. Вот такой кейс с богатым набором на различные случаи жизни. Ну и в конце еще раз напомню, что у нас сегодня были на распаковке вот такие инструменты, электроника. Все ссылки будут в описании этого видеоролика. Подписывайтесь на канал, оценивайте это видео и до встречи здесь же. Пока!